Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам, уделим внимание церковному календарю на 8 марта. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Также, друзья, мы с вами не забываем, что 8 марта все мы вместе отмечаем Международный женский день. Это день посвящен женщинам, их правам, достижениям и вклад в общество. Это время для поздравлений, благодарности и признания женщин за их уникальность и важную роль в семье, в обществе и в мире. Вы знаете, этот день имеет долгую историю борьбы за равноправие женщин, за их социальные, экономические и политические права. Также 8 марта – это символ солидарности женщин и их стремления к равноправию. Поэтому в этот день отмечают достижения женщин в различных сферах жизни, от политики и бизнеса до науки и искусства. А мы всех поздравляем с Международным женским днем, с 8 марта, потому что это действительно наш с вами день. И мы с вами невероятные женщины. Почему? Потому что мы способны преодолевать любые трудности, придавать тепло и уют своим домам, достигать великих высот в карьере и в образовании, а также быть надежными друзьями и заботливыми матерями. Наша сила, мудрость, теплота никогда не останутся незамеченными. Пусть этот день будет наполнен для каждого вдохновением, радостью, любовью. Пусть каждый ваш день будет наполнен улыбками, добром и успехом. Мы всех поздравляем с этим особенным праздником и желаем вам здоровья, счастья, удачи, любви. Помните, что каждая из нас заслуживает все самое лучшее. Девочки, с праздником весны, красоты и женственности. Пусть ваша жизнь будет яркой и насыщенной, а каждый день приносит вам новые возможности и радостные моменты. Обязательно в комментариях давайте друг друга поздравим с 8 марта, с нашим женским днем. А вот в православной церкви 8 марта отмечают обретение главы Иоанна Крестителя. Это знаменательное событие в христианской истории. История обретения главы Иоанна Предтечи наполнена интригами, чудесами и божественным вмешательством, а также подчеркивает нам значение этого почитаемого святого в православной вере. Когда было совершено преступление обезглавливания Иоанна Крестителя, его голову не разрешили похоронить вместе с телом. Вместо этого он был спрятан сначала во дворце царя Ирода, а затем на Леонской горе. В конце концов, монах по имени Иннокентий купил землю на Леонской горе, принадлежавшую когда-то Ироду, и решил построить там небольшую каменную церковь. Копая фундамент, он обнаружил скромный сосуд с головой Иоанна Крестителя. Когда христианские гонения распространились по всей стране, а неверие росло, Иннокентий решил перед смертью еще раз спрятать священную реликвию в землю. Во времена правления Константина Великого два монаха отправились в Иерусалим поклониться кресту и гробу Господню. Иоанн Креститель явился им во сне, открыв местонахождение своей главы. Монахи нашли драгоценное сокровище, поместили его в мешок из верблюжьей шерсти и решили увезти на родину. По пути к монахам присоединился бедный добрый человек, и они попросили его нести мешок, не раскрывая его святого содержимого. Чудом человеку явился Иоанн Креститель и повелел ему взять мешок и бежать от нерадивых и ленивых монахов. Реликвия прошла через разные руки, пока не попала во владение еретика по имени Евстафий. Голову Иоанна Крестителя он использовал в личных целях, совершая с ее помощью чудеса, но приписывая их себе. В конце концов, Евстафия изгнали, а святую реликвию он спрятал глубоко под землей в пещере. Спустя годы на этом месте был построен Емесский монастырь, и в 452 году настоятель этого монастыря вновь открыл священную реликвию, ознаменовав третье и последнее обретение главы Иоанна Крестителя.
Поэтому православная церковь отмечает обретение главы Иоанна Предтечи 8 марта, празднуя божественный промысел и чудесные события, окружающие эту святую реликвию. История обретения главы Иоанна Предтечи служит нам напоминанием о значении святого в православной вере и силе божественного вмешательства в жизнь верующих. А вот в народном календаре этот день назвали как обретение или Иванов день. Название обретения переводится как открытие или находка, и, как полагают, происходит от христианского празднования нахождения поиска головы Иоанна Крестителя. Поэтому в этот день люди отдают дань уважения святому Иоанну Крестителю, также известного в славянской традиции как Иван, и совершают различные ритуалы для того, чтобы обеспечить себе обильный урожай и хорошую погоду. В народном календаре 8 марта считается началом сельскохозяйственного сезона. Считается, что погода в этот день может дать ценную информацию о предстоящем сезоне. Люди наблюдали в этот день за небом, ветром и температурой, чтобы сделать прогнозы правильной о погоде и урожае на год. По народным поверьям, погода 8 марта может сообщить важную информацию о предстоящем сезоне. Если небо ясно и светит солнце, считается, что весна будет теплой, а лето принесет обильный урожай. Если облачно и дождливо, то люди ожидали дождливой весны и умеренного урожая. Если дует ветер, считается, что ветер принесет изменения в погоду весной и летом. Если на земле появился иней, это считается признаком поздней весны и потенциального риска повреждения заморозками ранних посевов. Но чтобы предсказать урожай, люди также наблюдали за поведением животных, птиц и насекомых. Если пчелы активно летают, считается, что сбор меда будет обильным. Если птицы поют и гнездятся, это знак урожайного года на фруктовые деревья и ягоды. 8 марта наши предки совершали различные ритуалы в честь святого Иоанна Крестителя и тем самым старались себе обеспечить благополучный год. Поэтому наши предки в этот день зажигали свечи, посещали церковь, чтобы помолиться за обильный урожай и, конечно, за свое крепкое здоровье. Проводили очищающие ритуалы, такие как купание в холодной воде или прыжки через огонь, для того, чтобы очиститься и встретить новый сезон. Также в этот день старались готовить традиционные блюда, такие как блины и мед, чтобы поделиться ими с семьей и с друзьями. Также в этот день наши предки, если позволяла погода, обращали внимание на семена, на посадку семян и планировали о том, какие сельскохозяйственные работы нужно было им сделать в этом сезоне. В народных представлениях птицы всегда занимали особое место, символизируя тем самым различные аспекты жизни. Они были объектом мифов, легенд и народных примет. Поэтому различные поверья и обычаи, связанные с птицами, укреплялись долгими наблюдениями за их поведением и нередко приобретали даже мистический оттенок. В русской культуре слово «обретение» придавало действиям птиц особую значимость. В начале весны, когда природа оживает, птицы начинают свои важные заботы. Это строение гнезд, высаживание потомства. И каждый этап этого процесса обладал для наших предков божественным смыслом и связывался с деятельностью святых. Поэтому в народной традиции Иванов день, который считался началом весеннего обретения, сопровождался верой в чудо святого Иоанна Предтечи, который возвращал птиц из теплых стран. Таким образом, события, происходящие с птицами, воспринимались как часть сверхъестественного порядка, предопределенного высшими силами. Для привлечения птиц к полям и домам наши предки использовали различные методы. Один из наиболее распространенных обычаев заключался в развешивании скворечников на деревьях. Изготовленные из березовой коры, они считались особенно привлекательными для скворцов, которые, по мнению людей, предпочитали эти домики для гнездования.
Однако не все птицы пользовались милостью у наших предков. Вороны, например, часто ассоциировались с нечистой силой. Их появление около дома рассматривалось как предвестие беды или бурной такой вот погоды. Однако помимо негативных ассоциаций у ворон были и свои народные приметы. Например, наблюдение за их поведением в разное время суток могло предсказать погодные условия. Если вороны купаются ранее весной, то ждите тепла. Но если они особенно активны вечером, это могло и предвещать наступление сильного ветра. В некоторых регионах Иванов день считается началом рыболовного сезона. Когда уже вода достаточно прогрелась, как считали рыболовы после зимнего периода, и рыба становилась активной. Конечно же, это время было связано с природными циклами и изменениями в поведении рыб, которые начинали активно кормиться, подготавливаясь к размножению. Поэтому многие рыбаки традиционно считали 8 марта Иванов день благоприятным для рыбной ловли. В этот день клев может быть особенно хорошим, что делает его идеальным временем для того, чтобы отправиться на промысел. Рыбаки старались собраться вместе с друзьями, с семьей, чтобы провести время на природе, наслаждаться рыбной ловлей, ну и, конечно же, общением. Кроме того, друзья, обращаем ваше внимание, что в древности в этот день, это был день, когда люди обращались к святому Иоанну Предтече с просьбами и с молитвами. Одним из основных аспектов обращения было избавление от головной боли, которая считалась распространенной болячкой в это время года. Также святого просили здоровья для детей, защиты посевов и плодородия земли. Хотя современное общество может не соблюдать эти традиции в такой степени, они все же остаются частью культурного нашего наследия и могут привлечь любителей народных обрядов. Кроме того, Иванов день может быть хорошим временем для размышлений о будущем и планировании. Многие верят, что в этот день имеет особую энергетику, которая благоприятствует осуществлению мечт и преодолению трудностей на пути к счастливой жизни. Таким образом, вы в этот день, 8 марта, можете составлять карты желания, расписывать планы на будущее, и это может стать целесообразным занятием именно в этот день. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 8 марта по народным приметам. И, конечно же, один из наиболее известных предписаний является запрет на стирку белья в этот день, особенно у женщин. Согласно поверью, стирка белья может напугать птиц, которые прилетели с теплых стран, и они отправятся обратно. Это может привести к уничтожению всходов на полях насекомыми и, как следствие, к неурожаю и к голоду. Хотя данное предписание кажется кому-то суеверным и не имеет научного обоснования, но оно остается частью нашей народной культуры. И все-таки нужно стараться соблюдать эти традиции для того, чтобы не навлечь беду. Кроме того, в этот день не стоит ложиться рано спать, иначе считается, что это может привлечь нечистую силу, которая может навредить дому и его обитателям. Ну а чтобы предотвратить такое возможное вторжение, предполагается положить под входную дверь топор и нарисовать на ней крест мелом. Это считается защитным обрядом, который должен уберечь дом от неблагоприятных сил. Кроме того, в этот день не стоит ходить по сугробам. Почему? Потому что это может привести к неразберихе в делах. Хотя, на первый взгляд, это предписание может показаться странным, оно имеет свои корни в народной мудрости и традициях. Еще одним обычаем, который рекомендуется избегать в этот день, является приготовление блюд из утки. Согласно народной примете, это может привести к возникновению сплетен и недоверия между членами семьи. Хотя, на первый взгляд, это предписание кажется необычным и суеверным, оно может иметь свои корни в исторических представлениях и обычаях. Возможно, потому что утка являлась символом, который привлекал к себе определенные негативные энергии или ассоциировался с неудачей, ссорой, скандалами. Кроме того, в этот день нельзя выкорчевывать пни. Кто осмелится нарушить этот запрет, столкнется с неминуемой смертью. Хотя современный человек может относиться скептически, но стоит помнить, что многие народные обычаи передавались из поколения в поколение, так что стоит подумать.
Кроме того, в этот день стоит воздержаться и от купания пожилых родителей, иначе это действие приведет к стыду и смущению за свои поступки. Кроме того, замужним девушкам, женщинам, извините, не стоит отпаривать или распускать рукава рубашки или свитера главы семейства. Это может привести к разводу супругов и потере мужа. Еще одним важным предостережением является воздержание от употребления спиртных напитков в этот день. Неприятности могут произойти не только с тем, кто их выпил, но и со всей семьей. Также в этот день не стоит заплетать волосы в косы. Вместе с косой можно вплести в свою жизнь неприятности и болезни. Кроме того, в этот день стоит воздержаться от глажки одежды, иначе это может привести к неприятным ситуациям и к трудностям. Помните, пожалуйста, об этом. Также в этот день запрещено жечь костры, иначе это может стать началом большого семейного скандала. Считается, что такое действие привлечет негативные энергии и неприятности, которые в итоге могут привести к серьезному разладу в семье. Также обращаем ваше внимание, те, кто родились 8 марта, им приходится очень часто сталкиваться с невзгодами, и это может быть связано с астрологическими факторами, событиями, и, конечно же, это говорит о том, что люди, рожденные 8 марта, встречаются с трудностями, но вы сможете всегда справиться с ними благодаря своей силе воли и решимости. А камнем, который поможет вам в решении ваших ситуаций, является яшма. Что же касательно снов, то сны, которые вы увидите с 7 на 8 марта, не сбудутся, но есть иное утверждение, что сон, приснившийся днем 8 марта, может исполниться ровно через 2 недели. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы на 8 марта. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Ставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на наш канал, друзья. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.